Здравствуйте. После зимы перестала работать мойка высокого давления. Лежала в неотапливаемом сарае, так что думаю, что это связано с этим. Вот ее модель. Я уже раскрутил корпус. Сейчас подключу и покажу, как она работает. Подсоединил воду. Включаю. Нет нормального напора воды. Утечек внутри корпуса нету. Отсоединю вторую половину корпуса. С мотором все в порядке. Откручу вот этот фланец. Посмотрю, возможно, там нет соединения с поршневой группой. Зубья на шестеренках нормальные, нигде не обломано. Значит, дело в самом насосе. Буду разбирать дальше. Стоит эксцентрик, который, вращаясь поочередно
нажимает на вот эти клапана. Где-то я это уже видел, но, честно говоря, забыл. Тут еще стоит опорный подшипник. С ним тоже все в порядке. Откусил, так как тут и на кнопке соединения неразъемные. Потом припаяю. Ну, вроде бы все нормально. Ничего не поломало. Попробую разобрать еще здесь. Здесь тоже все нормально. Ну, вроде тоже все в порядке. Никаких явных поломок не обнаружил. Посмотрю, какое сюда нужно масло, возможно, компрессорное. Соберу все обратно, вдруг и заработает. Бывает и такое. Ну, а видео тогда будет по полной разборке. Это, как я понял, концевик, который при создании нужного давления на входе отключает мотор. Он работает. Я его даже пробовал открутить, но здесь нужен ключ где-то на 20 или 21, у меня такого нет. Пробовал разводным, но он или на герметике, или на клею не поддается. Можно отломать, так что будем считать, что тут все в порядке.
Промою бензином подшипник, чтобы убрать выработку. Внутри тоже. И потом это продую компрессором. Кольцом с выемкой на шарике. Почитал, что масло в основном льют трансмиссионное 80В90. Так что и я такое же залью. Как ставить по фланцам, тут не ошибешься. Буду пробовать ставить и стягивать. Сначала по диагонали. Довольно тяжело нажимать. Ставлю по диагонали. А зимник как-то надо зацепить. Вот, пошло. Нужно равномерно стягивать. Нормального давления так и не появилось. Без насадки, не с насадкой. Вывод. Скорее всего, в нижней части насоса оставалась вода. Зимой она замерзла и где-то внутри дала трещину корпуса. Сниму еще раз насос, внимательно его рассмотрю. Ну и потом поищу запчасти. Видел похожие и полностью в сборе насос и отдельно нижнюю и верхнюю часть. Так что, если найду, тогда будет продолжение о ремонте. Ну а пока видео о полной разборке. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.